Всем привет, друзья! Вы на канале MyScience. Меня зовут Алекс. И сейчас я вам расскажу о лабораторном исследовании как фемофлор. Фемофлор – комплексная количественная оценка микробиоценоза урогенитального тракта путем сравнения содержания конкретных представителей нормо- и условно-патогенной флоры с общей бактериальной массой методом полимеразной цепной реакции. Само по себе слово фемофлор образуется из двух латинских слов. Фемина означает женщина, флор в данном случае видовое разнообразие микроорганизмов. Изначально этот тест создавали для женщин репродуктивного возраста, и оно не предназначено для женщин в период менопаузы и постменопаузы. Слизистая оболочка влагалища покрыта многослойным плоским эпителием. Микробиоценоз влагалища женщин репродуктивного возраста хорошо сбалансированная и устойчивая система. В норме в этом биотопе существуют микроорганизмы, способные выжить, существовать и развиваться в конкретной физической среде, не вызывая заболевания. Эстрогены повышают содержание гликогена в эпителиальных клетках слизистой оболочки влагалища. Доминирующими агентами в микробиоценозе являются лактобактерии, продуктом жизнедеятельности которых является альфа-оксипропаиновая молочная кислота, которая создает кислую реакцию влагалищного содержимого. Гликоген сначала превращается в глюкозу и в последующей с помощью лактобактерий превращается в молочную кислоту, о которой я упомянул ранее. Кроме кислой среды, размножению патогенных микроорганизмов препятствует образующаяся в результате жизнедеятельности лактобацилл перекись водорода, лизоцим и другие гликолитические ферменты. Помимо лактобактерий, в урогенитальном тракте здоровой женщины репродуктивного возраста может обнаруживаться более 100 видов различных бактериальных микроорганизмов, грибов, вирусов и простейших. Стандартным и обязательным методом лабораторного обследования на урогенитальные инфекции по-прежнему является микроскопия мазков, окрашенных метиленовым синим и по грамму. Микроскопия дает приблизительную количественную оценку флоры, что особенно существенно в определении этиологического значения выявленных условно-патогенных микроорганизмов в развитии воспалительного процесса у конкретной пациентки. Существенными недостатками являются до определенной степени субъективизм и зависимость результата исследования от профессиональной квалификации врача клинической лабораторной диагностики. Классическая микробиология до настоящего времени является золотым стандартом лабораторной диагностики любого патологического процесса, поскольку позволяет выполнить количественную характеристику, идентифицировать микроорганизм до вида и определить чувствительность выделенного штамма к лекарственным препаратам. Метод ПЦР позволяет быстро и эффективно выявить искомый патогенный или условно-патогенный микроорганизм, минуя стадия культивирования и выделения чистых культур. Сейчас вы видите пример результата исследования на фемофлор. В самом тесте фемофлор есть два основных показателя. Это КВМ, контроль взятия материала, и ОБМ, общая бактериальная масса. Контроль взятия материала – это показатель четкого соблюдения техники получения соскобоэпителиальных клеток. Показателем адекватности получения биоматериала является достаточное количество геномной ДНК человека в пробе, источником которой являются эпителиальные клетки, попадающие в пробу при правильной технике взятия биоматериала. Показатель КВМ оценивается в абсолютных значениях, его минимальный пороговый уровень составляет 10 в четвертой степени. Если КВМ меньше, чем 10 в четвертой степени, результат ПЦР считается недостоверным. В этом случае рекомендуется повторное получение биоматериала, поскольку в случае низкого уровня КВМ вычисленное соотношение различных групп микроорганизмов могут быть ошибочными. Общая бактериальная масса ОБМ – это показатель, по которому можно судить об общем количестве бактерий, присутствующих в исследуемой биопробе. Показатель оценивает в абсолютных значениях. Для вагинальных соскобов у здоровой женщины репродуктивного возраста эта величина составляет 10 в 6 и 10 в 8 степени. Для уретры и цервикального канала на порядок меньше – 10 в 5 и 10 в 7. Снижение общей бактериальной массы ниже указанных пороговых значений, соответственно, свидетельствует о недостаточном заселении исследуемого биотопа бактериями, возможно, вследствие антибиотикотерапии, гипоэстрогении различного генеза и другие причины. Основным представителем нормобиоты урогенитального тракта у здоровых женщин репродуктивного возраста являются представители рода лактобактерий. Лактобактерии оцениваются как в абсолютных, так и относительных показателях. В норме лактобактерии являются главной составляющей общей бактериальной массы, поэтому абсолютный показатель
показатель уровня лактобацилл практически не отличается от абсолютного показателя общей бактериальной массы и соответствует 10,6 и 10,8 для вагинальных соскобов, для уретры и цервикального канала на порядок меньше, 10,5 и 10,7. Относительный показатель лактобактерий рассчитывается путем вычисления разницы десятичных логарифмов или порядок между абсолютными значениями лактобацилл и общей бактериальной массы. Например, абсолютный показатель общей бактериальной массы составляет 10 в 7. Это означает, что логарифм этого показателя будет равен 7. В норме разница логарифмом порядок между лактобактериями и общей бактериальной массы находится в интервале от 0 до 0,3, что в процентном сражении составляет от 100% до 50% от общей бактериальной массы. Снижение относительного показателя лактобактерий служит одним из критериев дисбаланса урогенитальной биоты. Умеренное снижение относительного показателя лактобактерий соответствует интервалу значений от 0,3 до 1, это 50-10% от общей бактериальной массы. Значительное снижение относительного показателя лактобактерий соответствует значениям ниже, чем 1, меньше 10% от общей бактериальной массы. Количество аэробных и анаэробных условно-патогенных бактерий также оценивается в абсолютных и относительных показателях. Абсолютные количественные показатели приблизительно соответствуют показателям при бактериологических исследованиях. Относительный показатель уровня определяемого условно-патогенного микроорганизма рассчитывается при помощи программного обеспечения прибора для ПЦР путем вычисления разниц десятичных логарифмов или порядков между абсолютными значениями конкретного микроорганизма или группы микроорганизмов и общей бактериальной массы или в процентах от общей бактериальной массы. В норме разница логарифмов порядков между условно-патогенными микроорганизмами и общей бактериальной массы меньше 3, что в процентном выражении составляет меньше, чем 0,1 от общей бактериальной массы. Незначительно повышенный уровень соответствует интервалу от 3 до 2, что в процентном выражении составляет 0,1% до 1% от общей бактериальной массы. Умеренно повышенный уровень соответствует интервалу от 2 до 1, что в процентном выражении составляет от 1 до 10% от общей бактериальной массы. Значительно повышенный уровень условно-патогенных микроорганизмов соответствует значениям разницы общей бактериальной массой большим, чем 1, что в процентном выражении составляет больше, чем 10% от общей бактериальной массы. Количественную оценку микоуреоплазм, а также дрожжеподобных грибов рода Candida проводят только по абсолютным показателям. Полученные предварительные результаты исследований позволяют предполагать, что пороговым диагностическим уровнем для уреоплазма уреолитикум и парвум и микоплазма гоминис является значение абсолютного показателя 10 в 4 степени. Для дрожжеподобных грибов рода Candida абсолютное значение 10 в 3 степени. Существует несколько модификаций теста. Это Фимафлор 16 выявляет 25 показателей, включая 23 группы микроорганизмов, контроль взятия материала и общую бактериальную массу. Фимафлор 8 выявляет 11 показателей, включая 9 групп микроорганизмов, контроль взятия материала и общую бактериальную массу. Фимафлор 4 выявляет 7 показателей, включая 5 групп микроорганизмов, контроль взятия материала и общую бактериальную массу. Фимафлор Скрин предназначен для выявления ДНК патогенных и условно-патогенных микроорганизмов и вирусов. Друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И обязательно хочу отметить, что для постановки диагноза необходимо 3 важных условия. Это клиническая картина, лабораторное исследование и анамнез.